всем металл! Меня зовут Алекс Твистед. И сегодня мой второй выпуск, посвященный рецензиям на тяжелые металлические раритеты. Сегодня мы поговорим о двух альбомах выдающихся исполнителей в жанре Doom Metal. Это Candlemass и Skald. Далеко не всем группам удается раскрыть свой потенциал с первого альбома, но нашим сегодняшним командам это удалось. Их дебютные работы получили огромное признание, стали бессмертной классикой и принесли своим создателям поистине культовый статус. Для традиционного дума характерен эмоциональный, чистый вокал и медленные тяжелые рифы, которые придают произведениям мрачность и эпичность. Я считаю, что две сегодняшние пластинки являются ярчайшими примерами данного жанра. Разница между ними составляет 10 лет, но создается такое впечатление, что они записаны в одно время и одну эпоху. И мне нравится это классическое, немного сыроватое звучание. Музыка обоих релизов создает особую атмосферу, которую я хочу, чтобы прочувствовал каждый на себе, и поэтому давайте поскорее приступим к обзору. Epicus, Doomicus, Metallicus. Довольно интересное название для альбома, которое, я считаю, полностью себя оправдывает. Мрачный, тяжелый, таинственный и, конечно же, эпичный. Все это альбом Candlemass. И смотрите, какая у меня сегодня футболка. У меня издание от CD Maximum, выпущенное по лицензии Powerline Records, которое содержит дополнительный диск с записью живого выступления в Бирмингеме 1988 года. Candlemass был основан в 1984 году бас-гитаристом Лейфом Эдлингом, который и по сей день является основным автором музыки и текстов коллектива. Вдохновившись Black Sabbath, как и многие группы тех времен, они расширили границы стиля и создали на тот момент нечто совершенно новое и уникальное. Их альбом Epicus вышел в 1986 году, но моментального успеха не последовало. Музыка была нова и непонятна слушателям, и в целом отвергнута критиками. Оно и понятно, в 80-е годы все шло на утяжеление и на ускорение, процветал трэш. Metallica, Slayer, Megadeth. Начинал зарождаться Dead, Possessed, Death, Morbid Angel. Скорость и агрессия завладевали этим миром. И, конечно же, появление групп с кардинально противоположным звучанием вызывали недоумение и диссонанс. Для многих эта музыка казалась очень медленной, очень долгой, скучной. Но со временем люди поняли, что количество не значит качество. И что не обязательно играть быстро, чтобы это звучало тяжело и внушительно. Давайте вернемся к альбому. Он состоит из 6 песен, обладающих мощнейшей энергетикой. И я бы вам хотела рассказать про некоторые из них. Вступительная песня Solitude является определяющей как для группы, так и для альбома. Первое впечатление очень важно. И вот звуки мелодии, напоминающие похоронный марш, отрывают вас от земли и уносят в мир Эпикуса. I'm sitting here alone in darkness, waiting to be free. Lonely and forlorn, I am crying. I long for my time to come. Death means just life. Please let me die in solitude.
Голосом демона открываются врата ада, и вот ваше путешествие продолжается. В ваших руках хрустальный шар, который сулит вам удачу и счастье. Но похоронный марш-то уже прозвучал, и мы знаем, к чему это. А может быть, это и есть счастье? К сожалению, вокалист первого альбома Йохан Лангвист был сессионным и сразу же после записи покинул группу, уступив место колоритному Мессия Марколину. И вот вечный спор, кому-то больше нравится Йохан, кому-то больше нравится Мессия, с которым были записаны последующие 3 классических альбома. Лично мне, как вокалист, больше нравится Лангвист. Его голос очень выразительный, идеально сочетается с музыкой Candlemass, придавая ей особый характер. Но, конечно, сложно сравниться с Мессией в его сценическом образе и с его поведением на сцене. Мне посчастливилось видеть Candlemass вживую на фестивале Грэспоп в прошлом году. Тогда впервые за всю историю к ним вернулся вокалист Лангвист. И все выступление практически состояло из моего любимого альбома. Для западного мира Россия очень долго оставалась закрытой и таинственной страной. Была загадкой, порождающей множество мифов и домыслов, которые порой граничили просто с абсурдом. Стоит отметить, что раньше культурный обмен буксовал, в том числе и в области тяжелой музыки. Западные новинки доходили до нас только спустя годы, а то, что творилось на советской и российской сцене, было мало кому известно.
Вот так вот и с группой Скальд, творчество которое узнал и признал мир только после распада группы. Кто же такие Скальд? Это группа из Ярославля, образованная в 1993 году. Название группы, имена участников, а также тематика песен были придуманы вокалистом Эгилем. В древнескандинавских сказаниях скальдами назывались певцы-воины из дружин викингов, которые воспевали походы, подвиги и богов. Вдохновившись творчеством Бэттери, Кэндлмас и Мановар, музыканты начали играть медленные думовые композиции, что, как и в случае со шведами, на тот момент было не популярно, не актуально и не востребовано. Но несмотря ни на что, спустя годы о них заговорят все, и их первый и на сегодняшний день единственный альбом выдержит более 10 изданий в Европе и России. Кот! Музыка этой группы абсолютно самобытна и не имеет аналогов не только в нашей стране, но и, пожалуй, во всем мире. Скальд сформировали свое собственное ответвление стиля, которое сами музыканты называют Ancient Viking Doom Metal. В руках у меня издание лейбла Рос Эмите под названием Эгил's Saga, которое состоит из 2 дисков. Первый – это перевыпуск единственного на сегодняшний момент альбома We Love Gods is Great Power 1996 года. Я считаю этот альбом настоящим культурным достоянием страны. Давайте же его послушаем, погрузимся в тот мир викингов, представим себе картины могущественных скал и чарующего заснеженного леса. Главная ценность и украшение альбома – это, конечно же, завораживающий голос Эгиля. Своей глубиной и эмоциональностью, вкупе с величественной музыкой, он дает невероятный эмоциональный заряд. Я даже представить себе не могу, как бы это круто смотрелось вживую. Особенность данного издания, помимо дополнительного диска, в том, что порядок песен соответствует оригинальному изданию на кассетах. Ремастеринг произведен с мастер-диска, и, на мой взгляд, звук получился очень хорошим.
Второй диск релиза – сборник композиций группы «Рос», в которой играли Эгиль и Атар до появления Скальда. Здесь вы найдете раритетные записи живых выступлений и демо, дающие понять, что предшествовало появлению группы в 91-93 годах. Я хочу расколдовать тебя от безумия. Очнись, прими громче гром, интуйте ветра, убейте безумие в нем. Я знаю. К сожалению, Скальд просуществовали недолго. 6 сентября 1997 года трагически погиб вокалист Эгиль, а остальными участниками было принято решение распустить группу. Так, имея всего один альбом, группе удалось оставить огромный след в истории тяжелой музыки. Приятной новостью для фанатов было воссоединение группы в 2019 году и их выступление на фестивале Hammer of Doom. После концерта музыканты дали интервью, в котором говорили о настоящем, будущем и прошлом группы. Это интервью я прикреплю в описании. Мне очень хотелось увидеть выступление Скальд в этом году на фестивале Metal Over Russia, но из-за коронавируса, как и другие многие фестивали, этот был перенесен на следующий год. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю вас всех с 23 по 25 июля 2021 года на фестиваль Metal Over Russia. Ну а наша передача подходит к концу. Понравился ли вам этот выпуск? Слышали ли вы об этих группах? А может быть, их видели? Пишите в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся в аду! Русские вперед! Dark are the secrets between